Привет, ребята! Это моя 100-500-я попытка снять какое-то более детальное видео для тех, кто совсем не умеет вязать, но очень хочет связать себе пебликом. А пеблик, для тех, кто не знает, это персонажи из игры Roblox. Я тоже не очень хорошо знакома с ними, потому что не играю в эту игру. Так что, фанаты, простите меня. Для начала я хотела бы ответить еще на некоторые вопросы, которые чаще всего задают мне по поводу пеблов. Это сколько стоит, где купить? Я не вижу их массово на продажу, ребята. Вот поэтому вариантов, наверное, 2 или 3. Первый, и если вы умеете вязать, на канале есть подробный видео мастер-класс. Для тех, кто больше привык к текстовым форматам и любит перед собой иметь бумажную схему, на канале Boosty есть файл PDF. Сейчас там есть схема пеблика с клевером серенького вот этого. И там же есть пебл цветок. Хочу обратить внимание, что все пеблы имеют одинаковую форму тела, поэтому схема для вязания всех этих пеблов одна. То есть вы смело можете, например, вязать пебл цветок по схеме серого пебла. Просто вы там не вяжете, не вышиваете клевер сбоку у него на щечках. Вот, потому что у пебла с цветком там другие какие-то его особенности. Значит, это вот что касается, если вы вяжете сами. Если вы не умеете вязать, наверное, у вас есть какие-то люди, друзья, бабушки, мамы, тети, друзья, друзей, не знаю, какие-то знакомые, которые могут вам связать вот по этим схемам. Опять же, повторюсь, есть PDF-файл за символическую плату. Это примерно, чтобы было для всех понятно, около $2. Почему на канале видео мастер-класс бесплатный, а на Boosty платный? Потому что это очень-очень трудозатратная история снимать мастер-класс, писать PDF-файл. И, конечно, если у меня будет какое-то минимальное вознаграждение, наверное, это меня вдохновит снимать больше, интересней и вязать разных персонажей. Поэтому спасибо заранее всем, кто меня поддержит и купит эту схему. Такое вот, отступление. Если же вы не умеете вязать, у вас нет друзей, но вы очень сильно хотите эту игрушку, да, вы можете написать мне в личные сообщения. Можно это сделать в Инстаграм, можно сделать в ТикТок. И если, конечно, вас устраивает стоимость работы материалов плюс почтовые расходы. Если вы находитесь в Беларуси, это не проблема. Я могу прислать игрушку вам почта, Европочта. Если вы в Минске, вы можете забрать сами. Если в другой стране, да, учитывайте стоимость доставки почтовых расходов из Минска. Я в Минске живу. Значит, это то, что касается пебликов на заказ. Далее, если вы вязать не умеете, но прям очень хотите, и вы уже прям горите заняться этим, то вот это видео я попытаюсь объяснить, как это делается. Это не просто для меня оказалось. Это уже, наверное, 3-я попытка, потому что, сложно, правда, мне почему-то объяснить. Не знаю даже, с чего и начать. Давайте с азов. Во-первых, крючок. Чтобы получить такую игрушку, которая у меня в видео снята, нужно использовать крючок, который указан в мастер-классе. У меня это крючок 2 миллиметра. Здесь вот указано его размер. И пряжу такой толщины. Это важно. Вот в этом моточке 50 граммов. Здесь 165 метров метраж. Если будет толщина
нить. Но вот метраж — это и есть толщина. Если она меньше, значит нить толще, и игрушка будет больше. Если эта цифра меньше, больше, ну, допустим, если будет 100 метров, нить толще. Если будет 200, то нить, соответственно, тоньше. И это будет отражаться на размере игрушки. Вот, поэтому используйте вот эту информацию для того, чтобы регулировать размер того, что вы хотите получить. Значит, давайте познакомимся с основными приемами вязания, которые используются в схеме. Если вы вот сейчас внимательно посмотрите, как это вяжется, то вы сможете вернуться к бесплатной схеме, которая уже есть на канале, и связать. Ну, давайте начнем с того, что тело мы вяжем, начиная с вязания воздушной цепочки из воздушных петель. Что это такое? Давайте свяжем вот ту самую цепочку. Для этого мы что делаем? Мы делаем вот такую, так вот перекрещиваем ниточку, заводим сюда крючок и протягиваем вот так вот нить вот в отверстие. И у нас получилось на крючке первая петля. Но она не первая, это так называемая слепая петля. Это как фундамент, как основание для вязания следующих петель. Если в схеме указано, что нужно связать 7 воздушных петель, вот вы сделали вот эту основную, и дальше вы начинаете считать. Заводим крючок под нить, протягиваем в середину, первая петля воздушная, заводим вниз крючок, протягиваем, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Вот такая должна получиться цепочка. Теперь я хочу обратить внимание, что все люди по-разному приспосабливают, как они держат крючок, как они держат нить. Мне кажется, особых правил не существует, потому что нужно выбрать оптимальное для себя положение. Я держу нить вот так. То есть нить на указательном пальце, и придерживаю я нить другими пальчиками, и таким образом я пытаюсь регулировать натяжение. То есть когда вы вяжете, здесь вы держите, а здесь тоже держите. И вы должны равномерно пропускать нить через пальцы, чтобы натяжение было постоянным, для того, чтобы вязание было ровным. Чем больше вы будете тренироваться, тем лучше вы тренируете плотность вязания. Если вы будете очень крепко держать эту нить, вот так вот не пуская ее, то будет очень плотное вязание. Если вы будете очень свободно, вязание будет рыхлым. Поэтому нужно выбрать какую-то середину, да, чтобы не двигалась свободно, но не слишком плотно, но и не слишком свободно. Это что касается плотности. Далее. В вязании крючком используются столбики без накида. И сейчас я покажу вам, как они вяжутся. Вот здесь вот косичка, да, и вот внутри каждой косички мы видим такую, как отверстие, да. В схеме обычно, если начинается вязание с цепочки воздушных петель, всегда пишут, что мы начинаем вязание со второй петли от крючка. Когда вы начинаете считать и искать эту вторую петлю от крючка, прошу прощения, тут у меня слетел фокус. Я сейчас попытаюсь его вернуть.
первая петля не вот эта, которая на крючке, а вот эта петля первая косички. Вот она первая. Поэтому, когда написано вязать со второй петли от крючка, вы считаете вот первая, вот вторая. И вяжем вот сюда. Будем вязать столбик без накида. Для этого мы вводим крючок вот сюда, вот под эту вот перекладинку. Заводим крючок снизу, протягиваем на крючке 2 петли, снова заводим вниз и выводим. Вот мы с вами связали столбик без накида. Это основной вид столбиком, которым вяжутся все игрушки. А в схеме пеблика идет первая петля, которая после цепочки, она называется прибавка. Так вот, прибавка — это когда мы вяжем 2 вот таких столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда. Раз у нас в схеме написана прибавка, мы сюда снова вводим крючок, заводим его, вытаскиваем нить и протягиваем. Вот мы только что связали прибавку. Далее в схеме пеблика у нас идет 4 столбика без накида. И мы должны их провязать один за другим. Для того, чтобы вам можно было как-то понять, куда вязать дальше, считайте вот эти половинки от косичек. Вот видите, они такие, это передняя стенка, задняя стенка. Обычно, когда мы вяжем по спирали, вот здесь пока она выглядит как вот просто стенка такая, да, не задняя, не передняя. И вот под нее вводим крючок и вяжем первый столбик без накида. Помните, да, по схеме у нас 4. Первый. Под следующую перемычечку вводим крючок. Второй столбик без накида. Снова заводим крючок под следующую. Подхватываем нить. Третий столбик без накида. И четвертый. Следующий по схеме нужно провязать в последнюю петлю. Вот видите, она осталась тут последняя. Сюда нужно провязать 4 столбика. Но если вы внимательно слушали, прибавка — это когда вяжется 2 столбика без накида в одну петлю, а здесь указано 4 столбика. То есть это 2 раза, то есть 2 прибавки. И мы вот вяжем вот в эту последнюю петельку 4 столбика сразу. Первый, второй, сюда же третий, и четвертый. Дальше мы вяжем по второй стороне цепочки. Видите, мы провязали с одной стороны, теперь вяжем по другой стороне. Далее нужно провязать 4 столбика. И мы должны сейчас найти правильно, куда нам провязать. Да? Здесь вот видите, отверстие такое стало более широкое по сравнению с другими. И мы вводим крючок, опять же ориентируясь на вот эти вот полупетли. Вот сюда. Сюда мы вяжем первый столбик без накида.
Находим следующую, вводим крючок. Второй. Находим следующую полупетлю. Третий. И четвертый. В последний вот петелечку, вот она, ее трудно найти, мы вяжем одну прибавку. Одна прибавка — это 2 столбика без накида в одну петлю. Вот что у нас должно получиться. Далее, чтобы не путаться, когда вы вяжете пебликой, чтобы он был симметричным, аккуратным, нужно использовать маркер. Мне, например, удобно пользоваться ниточкой, потому что она занимает меньше места. Просто берете обычную тоненькую ниточку и для того, чтобы обозначить начало ряда, вот кладете ее вот так вот. Начало вязания. Далее, тот, кто совсем не умеет вязать, обратите внимание, что дальше мы вяжем уже не за одну полупетлю, а вот за 2. Вот мы считаем теперь столбики без накида и вязать будем вот так. Не знаю, видно ли вам, хорошо ли. Сейчас мы это попробуем. Ну вот как-то так. Это очень важно понимать, что у петли есть передняя стенка, передняя, и задняя. Иногда нужно вязать только за передние, иногда только за задние. Таким образом можно менять форму. Вот если в схеме это не указано, то мы вяжем за обе вот эти стенки. Всегда. Если указано, вяжем так, как по схеме. А в схеме тела пеблика мы давайте свяжем несколько рядов. Далее идет 2 прибавки. Что такое прибавка, мы помним, да? Это 2 столбика без накида, провязанные в одну петлю. Заводим крючок за 2 стенки и провязываем первый столбик. Сюда же еще раз заводим крючок, захватываем нить, второй столбик. Мы провязали одну прибавку, по схеме 2, вяжем вторую, заводим нить за 2 вот стеночки, подхватываем нить, 1 столбик без накида, сюда же второй столбик без накида. Далее по схеме 4 столбика. Это означает, что мы вяжем друг за другом постепенно 4 столбика без накида. Вводим крючок, подхватываем нить, первый столбик. Вводим крючок за 2 вот эти стеночки. Подхватываем нить, второй столбик. Вводим крючок, подхватываем нить, на крючке 2 петли, протягиваем, 3 столбик и 4. Далее по схеме написано у нас 4 прибавки. 4 прибавки означает, что мы делаем, опять же, провязываем по 2 столбика без накидов в одну петлю. Если написано 4 прибавки, значит мы делаем их последовательно, друг за другом. В один сюда столбик, так, во второй, в третий, в четвертый.
Если нужно провязать прибавки в одну петлю в схеме, это будет указано. Если не указано, значит мы вяжем их последовательно друг за другом. Вот давайте провяжем 4 прибавки. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. И четвертая. Дальше по схеме идет 4 столбика без накида. Мы их вяжем друг за другом. Просто один столбик в петлю предыдущего ряда. Второй столбик. Третий. И четвертый. В конце ряда по схеме 2 прибавки. Теперь обратите внимание, вот мы ставили маркер, да? И вот вы видите, что здесь заканчивается ряд. Вот здесь у нас осталось 2 петельки, в которые мы провяжем 2 последние прибавки. Одна, то есть это 2 столбика в одну петлю. Одна прибавка. И вторая. Вот что у нас должно получиться. Мы провязали 2 ряда. Вынимаем ниточку, снова ее укладываем вот здесь вот, для того, чтобы не пропустить никакую петлю. Потому что если вы, например, вяжете и вдруг вы ошиблись, вы можете все распустить и начать с того места, где остановились. Точно. Если вы дошли до конца ряда и что-то у вас по схеме, например, осталось там 2 петли, да, а вы смотрите, у вас 4 осталось или 3, значит где-то впереди вязания вы ошиблись. Вот, то есть в вязании крючком очень важно считать петли для того, чтобы не произошел перекос и, в общем, получить тот результат, который вы хотите. Далее, если в схеме написано обозначение в скобках столбик прибавка, к примеру, умноженное на 2, это означает, что мы должны провязать столбик прибавка, столбик прибавка. Это умноженное на 2 означает повторить 2 раза. Столбики вы уже умеете вязать, прибавки тоже умеете вязать, значит мы не будем вязать этот ряд снова. Вам нужно просто потренироваться вот на том, что я показала. Далее, какие еще есть нюансы? В схеме есть такой момент, когда нужно провязать за задние петли. Как это делается? Вот я вам показывала, что есть у петли 2 перемычечки, да, вот та, которая ближе к нам, это передняя, та, которая дальше от нас, задняя. Чтобы провязать все столбики за задние, мы вводим не вот так за 2, а под одну полупетлю мы тоже делали. И провязываем столбики без накида за задние полупетли. Это делается вот так, очень просто. Когда провязываются столбики без накида за задние петли, то в этом случае фигурку потом легко вот здесь вот согнуть. Видите, здесь вот тогда получается такой вот как загиб. И
Ой, прошу прощения. Вот тут вот легко загнуть, получается как, не знаю, как коробочка такая. Вот таким вот образом мы вяжем за задние петли. Что еще? Убавки. Убавка — это как противоположное действие от прибавки, да? Но не буду вас путать. Если прибавка — это мы провязываем столбик без накида, 2 столбика без накида в одну петлю, то чтобы убавить, мы 2 столбика провязываем как одну петлю, то есть убавляем. Можно провязать убавку таким вот образом. Заводим в одну петлю, заводим во вторую, на крючке у нас 3 петли и провязываем все вместе. Чаще всего используются невидимые убавки. Вот, при вязании пебла нужно использовать такую невидимую убавку. Она более аккуратная. Для этого мы заводим крючок под переднюю вот эту вот полупетлю. И сразу же под вторую. Протягиваем через 2. На крючке 2 петли. И протягиваем нить. Вот у нас убавка. Еще раз находим переднюю полупетлю. Видите, довольно туго связала, поэтому крючок не очень хорошо заходит. Вторую. Протягиваем ниточку. Делаем убавку. Это я так вяжу убавки. Мне кажется, очень аккуратно смотрится. Значит, что? Убавки я вам показала, прибавки показала, столбики без накида показала. В схеме еще есть такой момент, когда мы вяжем глазки, то используем нить другой толщины. То есть мы берем обычную нить, чтобы глазки были аккуратными. Где тут нить наша? Вот она. И я часто использую такой прием, когда я вяжу крючками разной толщины и нитями разной толщины. Просто вот так вот ее разобрали. Вот таким образом, да. Сделали себе клубочек какой-то там небольшой. Вот, и глазки вяжутся у меня в схеме, в мастер-классе из 2 ниточек, такой тоненькой. Крючок используем тот же, 2 миллиметра. Чтобы связать глаз, я покажу на белой нити, потому что черная сливается, ничего не увидите. Тут мы будем использовать кольцо амигуруми. Чтобы его сделать, нужно что? Вы берете ниточку, вот так вот оборачиваете вокруг пальчика и почти как мы делали цепочку, сюда вот крючок заводите и подхватываете нить. И у вас получилось колечко. На колечке вот такая петля. Вы притягиваете нить. И это не первая петля, это слепая петля, опять же. И когда у нас сказано, что нужно набрать какое-то количество столбиков без накидов в кольцо амигуруми, в схеме это 6 для глаз или 5, я уже не помню. Что мы делаем? Мы заводим крючок в кольцо, подхватываем нить, выводим, протягиваем. Вот у нас первый столбик без накида в кольцо амигуруми. Второй заводим крючок в кольцо, подхватываем нить, протягиваем. Второй столбик,
подхватываем нить через колечко, третий столбик, четвертый, пятый. Тут не пугайтесь, это все дело тренировки. Чем больше вы вяжете, тем лучше у вас будет получаться. И вот шестой. Что делаем мы дальше? Затягиваем. Берем вот этот хвостик и затягиваем. Я советую тем, кто учится вязать, не затягивать сразу очень плотно. Ну, даже и тем, кто вяжет хорошо. Удобнее потом затянуть, когда уже будут провязаны петли следующие. И далее идет вязание по кругу. По цепочке мы вязали тоже по кругу, только с обоих сторон. Вот обратите внимание, здесь тоже у нас косички. И сейчас провязывать нужно тоже за 2 половинки этих петель. Вот находим первую. Чтобы не спутать схему, очень удобно опять же пользоваться маркером. Берем ниточку. Давайте на более толстой нити покажу я вам, потому что это не очень хорошо видно. Еще раз сделаем кольцо амигуруми. Притягиваем. Притягиваем ниточку и набираем первый столбик без накида. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Как правило, вязание начинается с 6 столбиков, но может быть и 5, и 3, и 8, и 10. Все зависит от того, от схемы. Затягиваем, но не очень плотно, чтобы нам было удобнее искать, куда вязать. Вот, и вяжем следующий ряд. Это вот первый ряд. Сейчас вот можно сосчитать, смотрите. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. То есть, когда мы будем вязать следующий ряд, вязать нужно не вот сюда, вот основание петли, а вот сюда. Когда вы учитесь вязать, это очень сложно, бывает, чтобы понять, откуда же дальше вязать. Тогда вы возьмите и сосчитайте от конца вязания. Вы увидите вот такие же косички. Если вы набирали 6, то вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот шестой. И вот так его можно быстренько найти и отсюда начать вязать. Ставите маркер. Чтобы привязать в кольцо амигуруми, мы уже посмотрели. И дальше обычное вязание, так же как мы вязали по цепочке. Заводим крючок в косичку под эти 2 перекладинки. Заводим нить и провязываем. Следующий. Заводим крючок в серединку, подхватываем ниточку
протягиваем. Видите, дальше не сюда, а вот сюда. Потому что здесь уже вы видите, что петля отсюда выходит. И считайте. 3, 4, 5 и 6 столбик без накида. Вот если вы будете считать петли, вы не ошибетесь, сколько вы столбиков провязали. Это для тех, кто еще пока не умеет определиться, в какой столбик вязать. Ну вот сейчас, когда провязали первый ряд, можно эту нить посильнее затянуть, чтобы здесь не было никакого отверстия. Можно еще и завязать для надежности. Вот так вяжется по кругу столбики без накида. Ну, наверное, и все пока. Учитесь, дорогие мои. Если будет нужно, я сниму дополнительное видео. Если вам что-то непонятно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я все комментарии читаю и по возможности помогу. Приятного вам вязания. Спасибо, что вы со мной. Наберитесь терпения, все получится, я верю в вас.